Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного блюда из рыбы нам понадобится 2 тушки хека или минтай. У рыбы отрезаем плавники со стороны спинки и брюшка. Затем брюшко разрезаем. Удаляем внутренности и черные пленки, для того, чтобы рыбка не горчила. Затем рыбу промываем и разрезаем пополам. Повторяем процесс со второй рыбой. Я больше не буду жарить рыбу. Запеченная рыба дешево и полезно для всей семьи. Когда у меня есть рыба, я запекаю ее в духовке по этому рецепту. Я никогда не ела такой вкусной рыбы. Не жарьте рыбу, попробуйте запечь ее по этому рецепту. Вкусный и полезный обед или ужин из простых и доступных продуктов для всей семьи. Полезно, вкусно и просто. Этот рецепт рыбы стал моим любимым рецептом. Перекладываем рыбу в миску, замаринуем рыбу, посыпаем рыбу 1 чайной ложкой гранулированного чеснока, добавляем половину чайной ложки сушеного укропа, добавляем 1 чайную ложку сладкой копченой паприки, 1 чайную ложку специй к рыбе и половину чайной ложки розмарина. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю половину чайной ложки соли и черный перец по вкусу и по желанию. Добавляем 3 столовые ложки растительного рафинированного масла. Хорошенько намазываем рыбу со всех сторон специями. Запеченный хек в духовке. Просто поставьте рыбу в духовку, дешево и полезно. Рецепт, который удивил всех. Если вы не знали, как приготовить хек, то рыба с овощами просто находка. Хек вкуснее лосося. Накрываем пищевой пленкой и оставляем промариноваться на 1 час. По истечении времени полукольцами нарежем 4 репчатых лука. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв в комментариях. Напишите в комментариях, какой ваш любимый рецепт рыбки. Мне будет интересно почитать и пообщаться с вами. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Разделяем полуколечки лука друг от друга и перекладываем лук в форму для выпекания. Теперь лук солим по вкусу. Я добавляю 1/3 чайной ложки и посыпаем половиной чайной ложки сахара. Также нам понадобится 6 зубчиков чеснока. Чеснок очищаем. И нарезаем мелким кубиком. Посыпаем чесноком лук. Также нам понадобится половина пучка укропа. Укроп мелко нарезаем. Посыпаем лук. Перекладываем рыбу на подготовленную подушку из лука, чеснока и укропа. Поливаем оставшимся маринадом. Равномерно распределяем. Поливаем 2 столовыми ложками лимонного сока. При помощи кисточки равномерно распределяем. Накрываем пергаментной бумагой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Смотрите по своей духовке.
3 очищенных картофеля нарезаем брусочками шириной 7-10 мм. Промакиваем картофель бумажными полотенцами и перекладываем в миску. В картофель взбиваем 1 куриное яйцо. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю 3 чайные ложки и черный перец. Добавляем пол чайной ложки паприки сладкой копченой, 3 чайные ложки куркумы и пол чайной ложки гранулированного чеснока. Добавляем 1 столовую ложку кукурузной муки. Хорошенько перемешиваем. В сковороду вливаем 150 мл растительного масла. Хорошенько прогреваем и выкладываем картофель в разогретое масло. Обжариваем 3-5 минут на умеренном огне до золотистости. Затем картофель переворачиваем. Обжариваем еще 3-5 минут на умеренном огне до золотистости. Готовность картофеля проверяем зубочисткой. Вынимаем картофель на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Также промакиваем бумажными полотенцами. Вот такой картофель получается. Приготовим соус. Нам понадобится 1 столовая ложка густого несладкого йогурта, 1 столовая ложка кетчупа, 1 столовая ложка майонеза и половина столовой ложки французского соуса с горчицей. Перемешиваем. Вот такой соус получается. Подаем с картофелем. Хек, запеченный на луковой подушке, тоже готов. Подаем к столу. Здоровый, вкусный и полезный рецепт. Блюдо из рыбы еще никогда не было таким вкусным. Рецепт не займет у вас много времени. Дешевый хек точно вкуснее красной рыбы. Вот как надо готовить хек. Это один из лучших рецептов рыбы. Простой и быстрый ужин, запеченная рыба в духовке. Я всегда буду так готовить рыбу хек. Для приготовления этого вкусного блюда из рыбы хек очищаем от чешуи и отрезаем плавники со стороны спинки, затем со стороны брюшка. Невероятно простой и доступный рецепт для всех. Очень легко готовить. Дешевый хек вкуснее лосося. Этот рецепт рыбы удивил всех моих гостей. Блюдо готовится из простых и доступных продуктов на скорую руку. Великолепная идея на обед или ужин для всей семьи на каждый день. Не стыдно подать и к праздничному столу. Этому трюку меня научила еврейская семья. Полезно, вкусно и просто. Запеченная рыба дешево и полезно для всей семьи. Теперь брюшко разрезаем, удаляем внутренности и обязательно удаляем черные пленки. Вот такая рыбка получается. Теперь на тушке делаем надрезы на расстоянии 2 см друг от друга, с двух сторон, не разрезая хребет.
Перекладываем рыбу в блюдо. Замаринуем рыбу. Нам понадобится 2 столовые ложки растительного рафинированного масла. Добавляем половину чайной ложки соли. Черный перец по вкусу. Половину чайной ложки специй к рыбе. Половину чайной ложки гранулированного чеснока. Перемешиваем. Смазываем ароматным маслом рыбку с 2 сторон. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв о рецепте в комментариях и поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как любите готовить хек вы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Оставляем рыбу мариноваться на 1 час. Тем временем займемся гарниром. 3 довольно крупных картофеля хорошенько промываем и заворачиваем в фольгу. Перекладываем в форму для выпекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут до мягкости и готовности картошки. Смотрите по своей духовке. Теперь форму для выпекания смазываем растительным маслом. Теперь 1 некрупный репчатый лук нарезаем тоненькими четверть-кольцами. Также нам понадобится несколько перьев зеленого чеснока. Довольно крупно нарезаем. Теперь к луку с чесноком добавляем четверть чайной ложки соли, черный перец и четверть чайной ложки сахара. Перемешиваем. Перекладываем половину лука с чесноком в форму для выпекания и равномерно распределяем. На лук выкладываем рыбку. Теперь нам понадобится половина некрупного лимона. Лимон нарезаем четверть кружочками. Закладываем в надрезы рыбки. Оставшийся лимон равномерно распределяем по рыбе. Теперь на рыбку выкладываем оставшийся лук с чесноком. Добавляем 2 лавровых листика. И 5 горошин душистого перца. Поливаем 1 столовой ложкой растительного рафинированного масла. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Смотрите по своей духовке. Приготовим начинку для картошки. Разогреваем сковороду с 2 столовыми ложками растительного рафинированного масла и некрупным кубиком нарезаем 1 некрупный репчатый лук. Отправляем лук в сковороду. Добавляем половину чайной ложки сахара, перемешиваем и обжариваем до появления золотистости. Пока обжаривается лук, очищаем 150 грамм шампиньонов.
Периодически лук перемешиваем. Теперь шампиньоны разрезаем пополам и нарезаем пластинками. Отправляем грибы в сковороду. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю половину чайной ложки соли, черный перец по вкусу, половину чайной ложки куркумы и половину чайной ложки гранулированного чеснока. Перемешиваем, обжариваем до выпаривания жидкости и появления золотистости у грибочков. Добавляем 200 мл сметаны, у меня 15% жирности. Перемешиваем и протушиваем буквально 1,5–2 минуты. Начинка готова. Теперь картофель разрезаем пополам. При помощи ложки вынимаем серединку. Перекладываем подготовленные лодочки из картофеля в форму для выпекания, а серединку картошки разминаем вилкой. К размятому картофелю добавляем грибы. Также нам понадобится несколько стеблей укропа и петрушки. Зелень мелко нарезаем. Отправляем в миску. Перемешиваем. Заполняем начинкой лодочки из картофеля. Также нам понадобится 30 грамм сыра. Сыр натираем на картофель и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут. Тем временем хек готов, подаем к столу. По желанию посыпаем зеленью и наслаждаемся. Рыбка получается нежная, сочная. Благодаря надрезам ее легко есть. Когда у меня есть рыба, я запекаю ее в духовке по этому рецепту. Я всегда буду так готовить рыбу хек. Блюдо из рыбы еще никогда не было таким вкусным. Лучше, чем жареная рыба. Картошка с грибами также готова. Не жарьте рыбу, попробуйте запечь ее по этому рецепту. Запеченный хек в духовке с лимоном. Любители рыбы не смогут пройти мимо, не попробовав его. Готовить дома легко, просто и вкусно. Для приготовления этого вкусного блюда из рыбы нам понадобится 2 тушки хека. Хек очищаем от чешуи, удаляем плавники. Сначала со стороны брюшка, затем со стороны спинки. Теперь брюшко разрезаем, удаляем внутренность, обязательно удаляем черные пленки, чтобы рыбка не горчила. И промываем рыбку. Вот такая рыба получается. Повторяем процесс со второй скумбрией. Дешевый хек вкуснее лосося. Этот рецепт рыбы удивил всех моих гостей. Невероятно простой и доступный рецепт для всех. Очень легко готовить. Этому трюку меня научила еврейская семья. Вкусный рецепт из простых и доступных продуктов. Великолепная идея на обед или ужин для всей семьи на каждый день. Правильное и здоровое питание. Дешево и полезно. Рыба в духовке еще никогда не была такой вкусной. По этому рецепту можно приготовить и минтай. Теперь хек нарезаем на порционные кусочки. У меня тушки небольшие, поэтому я их разрезала на 3 части. На каждом кусочке делаем надрезы наискосок. С 2 сторон, чтобы получились такие ромбики. Не разрезая хребет.
Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв о рецепте в комментариях. И делитесь, пожалуйста, своим опытом, как готовите хек вы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Перекладываем рыбу в миску. Замаринуем рыбу. Нам понадобится одно киви. Киви очищаем и натираем на мелкой терке. Добавляем киви к хеку. Вливаем 3 столовые ложки соевого соуса. Добавляем 1 столовую ложку соуса терияки. Добавляем 1 столовую ложку растительного рафинированного масла и черный перец по вкусу. Добавляем половину чайной ложки специй к рыбе, половину чайной ложки сладкой копченой паприки и половину чайной ложки гранулированного чеснока. Перемешиваем, оставляем рыбу промариноваться на 1 час. По истечении времени подготовим овощи. Нам понадобится 2 небольших репчатых лука. Лук очищаем и нарезаем некрупным кубиком. Отправляем лук в миску. Также нам понадобится 1 корень сельдерея. Сельдерей очищаем. Теперь сельдерей нарезаем довольно крупным кубиком. Добавляем сельдерей к луку. Также нам понадобится зелень. У меня несколько стеблей укропа и петрушки. Зелень мелко нарезаем. Добавляем к овощам. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю 1/3 чайной ложки соли. Черный перец по вкусу. 1 столовую ложку лимонного сока и 1 столовую ложку растительного рафинированного масла. Перемешиваем. Отправляем овощи в форму для выпекания. Равномерно распределяем. На овощи выкладываем рыбу. Для сочности и сливочного вкуса нам понадобится 20 грамм сливочного масла. Масло нарезаем тоненькими пластинками и выкладываем на рыбу.
Накрываем форму фольгой и отправляем рыбу в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-40 минут. Смотрите по своей духовке. Тем временем подготовим гарнир. Нам понадобится 4 картошки. Картофель разрезаем пополам и каждую половинку нарезаем на 4 скибочки. Промакиваем картофель бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу, и отправляем в миску. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю пол чайной ложки соли, черный перец по вкусу, половину чайной ложки гранулированного чеснока, треть чайной ложки куркумы и треть чайной ложки сладкой копченой паприки. Добавляем 1 столовую ложку кунжута и 2 столовые ложки растительного рафинированного масла. Перемешиваем. Теперь нам понадобится 20 грамм сыра. Натираем сыр на мелкой терке. Перемешиваем. Добавляем 2 столовые ложки панировочных сухарей. У меня домашние. Снова перемешиваем. Перекладываем картофель в форму для выпекания в один слой. Затем накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Смотрите по своей духовке. Рыбка с овощами готова, подаем к столу. Рыбка получается сочной, нежной. Благодаря надрезам ее легко есть. Сельдерей получается нежным и почти неотличим по вкусу от грибов. Картошка тоже готова. Готовность проверяем шпажкой, вилкой, зубочисткой. Не жарьте рыбу, попробуйте запечь ее по этому рецепту. Вкусный и полезный обед или ужин для всей семьи. Дешевый хек точно вкуснее красной рыбы. Хек с картошкой – великолепное блюдо, чтобы накормить свою семью сытно, просто и вкусно. Я больше не буду жарить рыбу. Это один из лучших рецептов рыбы. Вот как надо готовить хек. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.